Поздним вечером в полицейский участок на окраине Майами доставили женщину, задержанную во время массовой проверки документов. По внешнему виду она ничем не выделялась. Простая одежда, собранные волосы, спокойный взгляд. В протоколе ее записали как Мария Ривера, уроженку Латинской Америки, временно проживающую в США. Сотрудники не утруждали себя вежливостью и позволяли себе уничижительные жесты, пренебрежительные взгляды и демонстративную грубость, считая, что перед ними очередная беззащитная задержанная. Полицейские были уверены в собственной безнаказанности. Внутри участка царила атмосфера цинизма, где формальности соблюдались лишь на бумаге. Мария молчала, внимательно наблюдая и запоминая каждую деталь: имена на жетонах, камеры, выключенные в неподходящий момент, время и порядок действий. Ее спокойствие только усиливало самоуверенность тех, кто привык чувствовать власть. Никто из них не знал, что Мария Ривера — лишь одно из имен. На самом деле ее звали Кэтрин Моралес, и она занимала пост федерального судьи, известный по всей стране своей жесткой позицией в делах о злоупотреблении властью. В юридическом сообществе ее называли человеком, перед которым не спасали ни звания, ни связи. Она сознательно не пользовалась служебным положением в момент задержания, решив довести ситуацию до конца и увидеть систему изнутри. После освобождения события не закончились. В течение нескольких недель в работу вступил закон, без эмоций, без публичных заявлений, строго по процедуре. Были подняты записи камер наблюдения, журналы дежурств, жалобы, ранее проигнорированные тем же отделением. То, что начиналось как обычное задержание, стало частью масштабного расследования. Результаты оказались разрушительными для виновных. Против нескольких сотрудников возбудили уголовное дело, руководство участка было отстранено, а департамент прошел через федеральную проверку. Судебные решения, подписанные Кэтрин Моралес, были сухими по форме, но беспощадными по сути. Каждый пункт опирался исключительно на факты и закон. История быстро стала известна в профессиональных кругах, но без громких заголовков и сенсаций. В ней не было мести, только неизбежные последствия. Для одних это стало концом карьеры, для других – уроком на всю жизнь. Этот случай напомнил, что власть не всегда выглядит грозно и заметно. Иногда она молчит, наблюдает и ждет подходящего момента, чтобы восстановить справедливость. И закон, когда он применяется без страха и предвзятости, может быть самым строгим наказанием из всех.